Друзья, всем привет, с вами Олег и канал StableDiff. Сегодня у нас речь пойдет про Flux Context на Conf.ui. Я вам покажу интересную универсальную схему для генерации. Покажу, как ускорить генерацию, как понизить потребление видеопамяти, даже двумя способами. Покажу, как это сделать на моделях FP8, FP16 и на моделях Int4. Для тех, кто не видел мой предыдущий ролик про контекст на Forge, посмотрите его обязательно, там есть приемы по работе с этой моделью, потому что работа практически происходит с промптом. И все эти приемы будут применимы также для Conf.ui. Вкратце, Flux Context – это мультимодальная модель от компании Black Forest Labs, которая объединяет возможности генерации и редактирования изображений. Редактировать изображение можно целиком или участками, и все это только исключительно за счет подсказки. Нет необходимости создавать маски, подключать схемы InPaint, OutPaint. Достаточно в подсказке написать, что вы меняете и на что вы меняете. Огромнейшим плюсом является то, что Flux Context очень здорово держит композицию и лица. Это нам позволяет очень гибко изменять изображение, не изменяя его сути. Наверняка у вас есть вопрос, где быстрее работает эта модель в Forge или в Conf.ui. В Conf.ui, конечно же, немножко побыстрее она генерирует, но разница несущественная, то есть вообще небольшая. Но если вы будете подключать Conf.ui с SageTension 2, например, то разница уже будет почти в 2 раза. Это на модели FP8, FP16. Если вы будете использовать модель Int4, то разница вообще в 3 раза будет. И качество сравнительно неплохое получается, вполне сравнимо с моделью FP8. И также очень популярный вопрос, который вы всегда пишете в комментариях, сколько видеопамяти мне потребуется, чтобы это все запустить. Смотрите, я вам сейчас скажу, сколько вообще потребляет видеопамяти эта модель. Это не означает, что она у вас не запустится. Модель FP16 потребляет значительно больше, чем 24 гигабайта видеопамяти. На моей карте это очень медленно. Я чувствую замедление генерации по сравнению с FP8 моделью. Соответственно, мне, значит, видеопамяти не хватает. И я думаю, это где-то должно укладываться в 32 гигабайта под видеокарту 5090. Ну, я так предполагаю, точно не знаю, честно говоря. Модель FP8 потребляет примерно 22 гигабайта видеопамяти. Это вот потолок на моей карте, то есть больше она не забирает просто. Модель GGUF, она тоже существует уже на данный момент и потребляет 12 гигабайт видеопамяти, но эта модель очень медленная. И о ней я, в принципе, говорить не буду, потому что смысла никакого в ней нет. Вы сейчас все увидите. Модель Int4 существует, которая потребляет вообще 9 гигабайт видеопамяти. И для моделей FP16 и FP8 также есть специальный узел, который перегружает часть этой модели в оперативную память, тем самым высвобождая и видеопамять. То есть вы можете и на FP16, FP8 генерировать, но это будет медленно. Но модель Int4 делает очень быстрой генерацией, к тому же очень мало видеопамяти потребляет. Соответственно, на слабых видеокартах у вас должно все нормально работать. Например, на 8 гигабайтах видеопамяти на 3000 какой-нибудь серии, я думаю, Flux Context должен генерировать где-то примерно в 2-4 минуты укладываться. На модели Int4 именно, FP16, FP8 будет очень долго. Если вас интересует более быстрое и последовательное обучение веб-интерфейсам Automatic, Forge и Conf.ui, то вас приглашаю на свои курсы по этим веб-интерфейсам. Более подробную информацию вы найдете на сайте stablediff.ru, там же есть контакт администратора. Обязательно переходите, всех жду на курсе. Также хочу напомнить, что для участников курсов с поддержкой доступны еженедельные стримы, которые проходят по пятницам в 19:00. Но если вы опытный пользователь и хотите присоединиться к этим стримам, то можете познакомиться с этой информацией в описании по ссылке под этим видео. Теперь давайте продолжать. Если у вас нет Conf.ui, то воспользуйтесь моей настроенной сборкой Conf.ui. Но у меня есть две таких сборки. Для этого видео я их специально обновил, чтобы Nunchaku работал прямо из коробки, и также, чтобы у вас уже был предустановлен Triton 3.3 и SageTension 2.2, если вы хотите, конечно же, это попробовать. Сразу скажу, что одновременно SageTension и Int4 модель работать не будет. Ну, генерация, конечно же, будет происходить, но ускорения у вас от SageTension в этом случае не будет. SageTension работает исключительно с FP-квантизацией и дает прирост скорости 40-50% с минимальными потерями в качестве. Они там тоже есть, но они минимальные, практически вообще незаметные. SageTension требует установки Visual Studio, C++, CL, компилятора CUDA 12.8,
Ссылки на установку этих библиотек я приложу в описании под этим видео, потому что я уже снимал обзоры, как это все поставить, чтобы просто не повторяться и видео не было большим. Если вам это не нужно или очень для вас это все сложно, то ставьте просто обычную сборку без Тritton. Иначе, если вы все вот эти библиотеки не поставите, а поставите сборку с Tritton, то она у вас просто не запустится. Модель Ин4 с Nunchak у вас запустится на любой из этих сборок, для нее не нужны какие-то там дополнительные библиотеки, кроме Nunchak, конечно же, которые уже будут установлены в любой из моих вот этих вот сборок. В описании под этим видео будет ссылка на другое видео, в котором уже тоже в описании будет ссылки на вот эти вот две сборки. Одна сборка с Tritton, вторая сборка без Tritton. А если вы выбираете сборку с Tritton, то эта сборка в себе содержит Tritton 3.3 и SGTension 2.2, которые работают быстрее, чем более старые версии SGTension и Tritton. Как это все установить? Правой клавишей нажимаем, выбираем здесь «Распаковать» с помощью, например, здесь MZip архиватор, также WinRAR можете использовать, тоже, по идее, должно все быть распаковано. Я проверял, по крайней мере, WinRAR тоже работает. Дожидаемся, пока все это распакуется, я пока на паузу нажму. Архив у меня распаковался, я распаковал версию с Tritton, но если вы не в силах поставить C++, CL, то лучше этого не делайте. Просто распакуйте вот такую сборку. Тот же самый Nunchak там тоже будет работать. Итак, сборка распаковалась, заходим в эту папку. Далее, чтобы запустить Conf.ui, мы можем воспользоваться либо вот этим bat-файлом. Одно и то же, это нажать вот этот экзешник, это аналогично. Если у вас предполагается использовать модели Flux для генерации, то запускайте с помощью RunFast. У вас генерация будет немножко побыстрее. Итак, какие модели вам понадобятся для генерации с Flux контекста? Переходим в Conf.ui, переходим в Models и открываем здесь папку Diffusion Models. У меня есть вот такие вот модели. Это модель Flux 1 контекст DFP8. Это модель FP8. Также у меня есть полноценная модель, вот так она называется. Она не помечена как FP8. Это FP16 модель. Она весит значительно больше 23 гигабайта. Также вы можете скачать вот такую вот модель, которая называется SVDQ IN4 R32 Flux 1 контекст Dev. Эта модель весит всего лишь 6,6 гигабайта. Это IN4 модель, она, соответственно, существенно меньше и быстрее намного генерирует. Какую модель вам следует использовать, вы уже можете определиться с возможностью по своей видеокарте. Если у вас там 16 гигабайт, вы можете, конечно же, попробовать FP8 модель. Если вы хотите прям максимальное качество получить, то, конечно же, FP16 модель, она в мелких деталях будет более точная. Но разницы какой-то существенной прям не будет. Вы можете попробовать и SVDQ модель, вполне она нормально генерирует. Попробуйте, сами сравните, посмотрите. Возвращаемся обратно и находим здесь папку Clip. Вот сюда вот нам нужно положить модель Clip L и модель T5 FP16, FP8, в зависимости, опять же, от возможностей вашей видеокарты по видеопамяти. Переходим обратно, заходим в папку Y. Сюда нужно будет поместить модель FluxY либо BF16, либо модель FP16. Смотрите, с Boosty вы сможете скачать вот такую вот схему, закидываем ее вот сюда в рабочее пространство, и в итоге у вас перед глазами должна быть вот такая вот схема. Наверняка у вас какие-то узлы будут красные, потому что у вас они, скорее всего, не будут установлены. Нажимаем по менеджеру, нажимаем здесь Install Missing Custom Nodes и ставим здесь вот этот вот квадратик, выбираем, соответственно, все узлы, которые у вас будут не установлены. Здесь у вас появится черная кнопка Install, нажимаем ее. После установки у вас появится красная кнопка Restart, нажимаем. У вас происходит перезапуск Conf.ui, и после этого уже все узлы должны быть вот такого вот нормального цвета. Схема должна быть вот в таком вот виде. Эта схема значительно более гибкая, чем на Forge для контекста. Здесь у нас есть возможность применить Redux для того, чтобы более точно переносить референс, который мы будем вот здесь добавлять. И также у нас есть вот такой вот инструмент, чтобы управлять степенью точности этого референса. Это очень важно, потому что без вот этого параметра Redux, в принципе, особо не применим, то есть особо в нем смысла нету. Далее у нас есть возможность выбора модели FP16, FP8, и либо модели IN4, которые значительно быстрее работают. У нас есть возможность выбора просто переводчика вот такого вот. Или также мы можем использовать вот такую вот LLM-модель как переводчик или как дополнитель промпта. То есть это реальная LLM-ка онлайн, которая работает без всяких API, и она, по-моему, без VPN даже и точно не платная. Смотрите, здесь вот такая вот модель, используется GPT-4o Mini. Она работает с коробки, то есть ничего для нее не нужно, никаких API подключить. Пишите сюда подсказку и получаете, в общем-то, результат.
Далее мы здесь можем подключать дополнительный второй референс, чтобы делать какие-то композиции. Например, персонаж с первого изображения и с второго изображения в одной композиции. Давайте пока его выключим и перейдем вот сюда. Вот сразу закинем вот такое вот изображение, вот сюда, вот в этот вот узел. Все узлы, которые стоят вашего внимания, они помечены вот таким вот ярко-голубым цветом, чтобы вы их точно не пропустили из этого большого набора. Теперь мы можем здесь выбирать различные модели. Давайте я сначала включу модель FP. Смотрите, здесь мы можем использовать модель FP16. Это вот без пометки. И у нас есть вариант с пометкой FP8. Это уже модель FP8. Здесь уж от своих возможностей видеокарты отталкивайтесь. То есть хватает у вас там видеопамяти, не хватает. Также перевыбираем обязательно все вот эти вот модели, чтобы у вас все это загрузилось. Если какой-то узел по периметру красный, то вы там, скорее всего, не выбрали просто модель. А здесь у нас есть выбор модели лоры. Соответственно, вы можете подгрузить какую-то лору. Лору вы можете найти на CVTI. Там есть у нас фильтр. Можете выбрать флакс контекст, лоры. И CVTI вам выведет весь список этих лор. Честно говоря, каких-то прям вот интересных совсем лор, которые там что-то здорово улучшают, я пока не нашел. Если найду, я обязательно с вами поделюсь. Далее здесь у нас есть еще 3 вот таких вот группы. Первая группа – это Mac Cache. Он здорово ускоряет генерацию. И его следует использовать, если у вас генерация совсем очень медленная, потому что по качеству генерация начинает с ним проседать существенно. То есть, если у вас все нормально по скорости, вас устраивает, то не включайте его, не надо. По качеству вы получите сильную просадку, скажем так. Следующая вот такая вот группа – это блок в RAM. А здесь мы можем выгрузить часть видеопамяти в оперативную память. Для чего это нужно? Ну, например, если вы хотите использовать модель FP16 и все, то есть вот только ее, а видеопамяти у вас не хватает, мало. То есть у вас происходит периодически вылеты или просто забивается видеопамять, генерация там 3 часа идет. И здесь вы можете подобрать, сколько вы видеопамяти хотите в гигабайтах выгрузить в оперативную память. Если оперативной памяти не хватит, обязательно подключите файл подкачки, либо его увеличьте, чтобы у вас уже та часть, которая не поместилась в оперативку, ушла в файл подкачки. Завышенные вот эти значения ставить тоже не нужно. Подберите именно те значения, которые вам подходят под определенную модель, потому что чем это значение выше, тем, соответственно, генерация у вас будет медленней. А следующая группа – это у нас Sega Tension. Если у вас стоит Triton, у вас стоит Sega Tension, либо вы в мою сборку поставили, и, соответственно, у вас C++ стоит на Windows, стоит у вас CL, и у вас стоит еще CUDA, то вы можете включить вот эту группу. Прирост скорости на Sega Tension 2.2 порядка 50% по отношению, если вы просто выключите. Потери в качестве здесь тоже есть, но они настолько маленькие, что вы, скорее всего, просто не заметите. А прирост скорости все-таки в 50% это существенно. Далее давайте перейдем к следующей вот такой вот группе. Здесь у нас модель IN4. Эта модель, мне кажется, более предпочтительна. Начните именно с нее, потому что эта модель генерирует в 2 раза быстрее, чем модель FP8 вместе с Sega Tension даже 2.2. То есть прирост скорости здесь просто колоссальный, потребление видеопамяти совсем низкое. То есть для большинства из вас вот эта модель подойдет. Вы ее просто сравните с моделью FP8 и для себя решите, подходит она вам по качеству или нет. Если подходит, то скорость генерации в 2 раза это существенно. Опускаемся ниже, здесь у нас подключается Flux Redux. А Flux Redux именно вот с таким вот узлом здесь используется. И здесь вот важный параметр – это downsampling фактор. Этот параметр влияет на степень переноса этого изображения в генерацию. Если мы поставим здесь единицу, то степень переноса будет настолько существенная, что у нас гибкости для генерации вообще не останется. Но мы можем его вообще отключить, то есть вы можете вообще эту группу выключить, и у вас тоже генерация будет уже происходить, но без редакции. Так, переходим дальше. Давайте вот выше немножко теперь поднимемся. Здесь у нас краски промпт, работа с подсказкой. У нас есть 2 варианта работы с подсказкой. Просто переводчик. Здесь мы пишем на любом языке что-то. Получаем это все на английском. Если вам это вообще не нужно, да, вы очень здорово знаете английский, то вы можете вставить вот такой вот узел. Alt зажимаем, его просто переносим. И этот узел в итоге подключаем сюда, вот в этот узел. Давайте я раскрою, чтобы вам было видно. Это Clip Text Encoder, то есть просто его вот сюда вот подключаем, и все. Дальше уже пишем вот здесь подсказку и уже генерируем на английском языке, соответственно, по вот этой подсказке. Если вы, как я, английский знаете, не в совершенстве далеко, то вам помогут вот эти вот
две группы. Первая группа это Deep, просто обычный переводчик. И вторая группа более интересная. Это модель OpenAI GPT-4o Mini. Работает вполне неплохо. Здесь вы можете не обязательно вот просто как переводчиками, да, пользоваться. Я и пользуюсь как переводчиком. Все-таки LLM-ка, она немножко получше переводит, более точно. Вы можете вообще вот этим вот узлом пользоваться как генератором промптов, как дополнительным промптом. Просто ниже вот здесь дописываете какой-то условный системный промпт, который вам нужен. Я дописал вот такой, то есть просто перевод и все в одну строку без оформления, чтобы он не выводил. А вы можете там дополнить подсказку, там, ну, как вы с LLM-кой общаетесь, то есть можете вот именно так же здесь общаться, просто ниже пишите этот системный промпт. Смотрите, сверху давайте мы вставим вот такую подсказку. Здесь я справа, кстати, добавил некоторый набор уже подсказок, чтобы вы могли там поэкспериментировать. Но также посмотрите на предыдущем видео у меня, где про Forge, там было значительно больше приемов работы с такой вот моделью. Выбираем здесь женщины в стиле детского рисунка и нажимаем Run. В итоге у нас получается вот такая вот генерация. Здесь у нас девушка выглядела вот так вот. В рисованном стиле она выглядит вот так вот. Вполне очень похоже. Если мы сравним с Forge, то, что там у нас получалось, там лицо было не похоже. Почему? Потому что там не было Flux Redux. И мы не могли более детально, более точно описать в кондишнинг вот это вот лицо этой девушки, чтобы ее перенести более точно. То есть здесь практически она вот, но вот в стиле вот такого вот рисунка. Такого на самом деле раньше достичь было достаточно сложно с IP-адаптерами, там не с IP-адаптерами. Здесь это работает значительно интереснее и в то же время быстрее. Смотрите на скорость генерации 10,8 секунды на видеокарте 4090. Это очень быстро. У меня так, в принципе, и Flux не генерировал на FP8. А контекст у меня в Forge генерировал там порядка там, 30, по-моему, секунд. Здесь 10 секунд, это в 3 раза быстрее. Давайте продолжать. Я вам не показал в прошлый раз очень важную фишку. Это использование Flux Context как IP-адаптер. Дело в том, что IP-адаптер, тот, который мы знаем, он уже сильно устарел по качеству, по гибкости. И здесь у нас открываются совершенно новые возможности. И здесь мы можем делать следующие вещи. Я выберу вот такой вот референс. Здесь женщина, ну что такое абстрактное и прям четкости в этом изображении нету. Почему я сейчас обратил внимание, дальше вы сейчас все увидите. Есть некий смысл в четкости того изображения, которое вы сразу загружаете, потому что это изображение начинает описываться, интегрироваться в нашу сцену, и от него избавиться иногда не так просто, но я вам покажу сейчас приемы. Смотрите, мы возьмем вот такую подсказку, здесь у нас будет в этом неоновом стиле изобрази BMW. Давайте мы сейчас неоновый стиль отсюда уберем. Конечно же, у нас не будет неонового стиля. А в этом стиле изобрази автомобиль BMW. Нажимаем Run и давайте посмотрим на результат. Смотрите, у нас получается вот такое вот изображение. Вот в этом вот стиле примерно, да, он похож. Женщина полностью отсюда убралась. У нас новый объект появился. Это автомобиль вот BMW. Давайте попробуем какое-нибудь другое изображение закинуть. Закинем, например, вот, давайте вот такое вот изображение. Вот такой просто пейзаж какой-то. Нажимаем Run, посмотрим, что у нас теперь получится. В итоге получается вот так, как бы в эту сцену у нас встроен автомобиль BMW. Но давайте закинем теперь другое изображение, более сложное для вот такой генерации. И посмотрим, что у нас теперь выйдет. Нажимаем Run. И в итоге у нас, смотрите, что получается. У нас вместо одежды начинает там какая-то решетка радиатора BMW получаться. То есть не может как бы это изображение замениться с учетом редакции. Если я его сейчас вот так отключу, все равно будет этот пес здесь появляться. И мы от него не можем отсюда избавиться, но мы хотим все-таки получить автомобиль BMW вот в этом стиле. Смотрите, в этом случае мы подсказку меняем на вот такую. Смотрите, в этом стиле у нас измени автомобиль BMW, да? Я пишу в этом неоновом стиле изобрази автомобиль, едущий по дороге. То есть я дополняю информацию о нашей сцене. Не просто автомобиль, а еще и какая-то сцена, дорога там. И в то же время, если я неоновый стиль здесь не напишу, просто неоновым, то в этом случае у меня просто какой-то автомобиль вообще совершенно другой, в другом стиле будет. А неоновый я как бы не просто говорю, что вот в этом, да, стиле, а когда он видит слово неоновый, он понимает, что это изображение в каком-то неоновом стиле, и он начинает мое слово неоновый интерпретировать уже с этим изображением, с этим стилем, соответственно. Это вот важный момент, вот тоже нужно понимать. Нажимаем Run, давайте теперь посмотрим, что у нас получится.
Смотрите, вот такие вот изображения у нас получаются, вы пока не пугайтесь. Смотрите, неоновый стиль у нас получился, автомобиль BMW, в принципе, получился. А здесь у нас пес все равно не хочет отсюда уходить, он хочет здесь остаться. Почему? Потому что у нас все-таки собака, она прописывается с помощью редакса, она прописывает, даже если редакс отключен, она все равно появляется, пытается появиться. Но у нас есть еще один прием, мы можем написать «убери собаку», вот и все. То есть это подсказка, она действительно работает, и мы можем этим пользоваться. «Убери собаку», отсюда нажимаем «Run». В общем, вот такой вот у нас результат получился. Собака действительно отсюда исчезла. Стиль у нас с этого референсного изображения остался, он очень похож. Автомобиль, который мы там прописали, у нас тоже остался. Здесь, в общем-то, важно просто запомнить, что мы должны давать отсылку к этому стилю, чтобы этот стиль не пропал. И далее мы уже убираем какие-то лишние объекты, которые нам не нужны в этой сцене. И в итоге получаем уже вот такие вот перенос стилей. Это очень здорово, работает очень классно. Следующий прием, который я тоже не показывал в предыдущем видео, это получение так называемого консистентного персонажа и расположение его в разных сценах. Смотрите, мы опять же возьмем вот такое вот изображение с лицом, и вот с этим персонажем попробуем сделать что-то другое. Давайте добавим сюда вот такой вот промпт. Женщина в костюме феи в сказочном лесу. Смотрите, здесь у нас в строгом костюме, мы хотим в костюме феи и где-то в сказочном лесу в другой локации. Нажимаем Run, давайте посмотрим на результат. В итоге мы получаем вот такое вот изображение. Девушка здесь действительно очень похожа, видите, то есть по лицу очень похожа. И в то же время у нас она совершенно в другой локации, в другой одежде. Мы можем там написать, что женщина, например, в строгом костюме, в этом же синем, но находится где-то там в баре или играет в гольф, там, может быть, играет в футбол. То есть, что угодно можем написать, и мы получаем этого персонажа в другой локации. Если вас не устраивает похожесть лица, то есть кажется, что оно не совсем похоже, вам хочется поточнее, то в этом случае вы можете воспользоваться вот этим вот параметром downsampling factor и понизить его там до 4, может быть до 3. В этом случае лицо будет переноситься еще более точно. По поводу установления старых фотографий, давайте сюда закинем вот такое вот изображение. Это достаточно старая фотография, она такая нечеткая. И мы хотим ее преобразовать в фотореализм. Здесь у нас есть дополнительные рычаги для повышения детализации. Мы можем здесь поднять вот это значение Scale Factor до 1,5 до 2 и получить более высокую детализацию. А далее вот сюда вот добавляем, естественно, другой совершенно промпт. Здесь в подсказке этот промпт тоже добавлен, он звучит следующим образом. Преобразуйте это изображение в фотографию реальной девушки в ультрафотореалистичном стиле, а лучшее качество. Удали артефакты, удали логотип текста, восстанови детали. Нажимаем Run, давайте посмотрим, что у нас получится. Смотрите, вот такой вот у нас результат получается. Немножко тут с волосами нехорошо. И, конечно же, формы что-то, смотрю, так попортились немножко. Но детализация именно и по коже, она достаточно высокая. Давайте поменяем все-таки на единицу, как и полагается с этой моделью работать. И еще раз нажмем Generate. Да, так, наверное, все-таки получается получше. То есть, наверное, не стоит все-таки выходить за 1 мегапиксель. Это я, наверное, погорячился. Смотрите, деталей много, но результат все-таки не очень удовлетворительный получается. Почему? Потому что женщина все-таки менее похожа становится там, а здесь она все-таки более похожа. Вот такой вот результат вполне неплохой. Опять же, от подсказки здесь много чего зависит. Дело в том, что мы здесь попросили прямо именно фотографию это все преобразовать. И это такой существенный запрос. Скажем, если мы попросим просто восстановить эту фотографию, то у нас будет более аккуратно она восстановлена. Но Forge это все показывал. Там есть промпты, которые я там использовал. Я просто повторяться не хочу одно и то же. Делать здесь такой более, скажем, агрессивный промпт, который прям фотографию пытается сделать из вот этого вот испорченного изображения. То есть детализация очень низкая, а он пытается прям сразу фото сделать. В общем, вот такой вот результат. Такой тоже можно применять, и можно применять не только к старым фотографиям, вы можете применять также каким-то там скриншотом, скажем, из старых игр, там пиксельных и так далее. То есть из них получить какое-то фотореалистичное изображение таким образом. Теперь давайте я вам покажу пример для любителей архитектуры. Те, кто занимается интерьеркой, там архитектурой. Я загружаю вот такое-то изображение, мне скидывали вот такое изображение, чтобы я показал, что, в принципе, могу с ним сделать. На тот момент у меня не было таких вот продвинутых, скажем, схем для работы, но, тем не менее, там качество было немножко похуже, здесь получается интересней.
Смотрите, пишем вот такую подсказку. Сделай яркую цветную фотографию солнечным летним днем, добавь клумбы цветов, справа сделай фотореалистичный автомобиль, убери свет в окнах и подсветку на стенах зданий. Смотрите, у нас здесь есть подсветка на стенах зданий архитектурная, и окна у нас светятся. Изображение такое все какое-то бледное, то ли черно-белое, такое непонятное, то ли зимнее. Давайте нажмем Run, посмотрим, что у нас получится по вот такому вот промпту. Смотрите, результат у нас получается вот такой вот так вот у нас было, вот так вот у нас стало. Свет погас, со стен здания архитектурная подсветка тоже исчезла, автомобиль справа фотореалистичным, правда, не стал, но цвета появились, то есть похоже на какое-то такое подобие фотографии, но если мы присмотримся, детализация, ну уж очень низкая, то есть совсем слабая детализация. Что мы можем сделать? Мы как раз таки можем поднять разрешение нашего изображения, которое мы генерируем. Вот здесь давайте поставим 1.4 и еще раз попробуем сгенерировать, посмотрим на разницу. Я это изображение сейчас сохраню и для сравнения вам во весь экран его потом покажу. Так, смотрите, в итоге получается у нас вот так вот. Но это, конечно же, не апскейл, да, получился прям такой. Но давайте все-таки сравним по качеству, что у нас в итоге получилось, насколько это все отличается до апскейла и после апскейла. Справа у нас изображение сгенерировано в 1 мегапикселе, а слева у нас изображение сгенерировано при скейл-факторе в 1,5 раза. В итоге детализация в каких-то участках, она действительно возрастает, но какой-то прям вот совсем уж прям сильной разницы нет. Шумов поменьше стало, какие-то вот углы здесь почетче, да, но в принципе получше изображение. Смотрите, насколько это актуально или не актуально. В любом случае, скорее всего, наверное, нужно делать апскейл этого изображения. Но тут уже нужно смотреть, как себя апскейл поведет при вот таком вот изображении и при таком, что у нас получится в итоге лучше. Теперь давайте возьмем вот такое вот интерьерное изображение. Это просто какой-то скриншот откуда-то, Купидон. Вот, давайте попробуем его преобразовать, ну, скажем, в чистую комнату, скажем, со свежим ремонтом там, и с другим диваном каким-то. Давайте напишем вот такой вот промпт, вот такую подсказку. Я эти подсказки тоже оставлю. Люстру удали, то есть хочу, чтобы там люстр не было видно в кадре. Замени диван справа на бежевый тканевый диван. Пол сделай из светлого ламината. Освещение замени на светлый день, это чтобы в комнате просто было светло и ярко. Шкаф убери, который у нас там слева есть. Обои должны быть бежевыми. Сохрани структуру комнаты, расположение окон, другую мебель. Удали логотип. Слева стена без мебели. Это дополнительно я написал, чтобы там точно шкаф этого не оказалось. Нажимаем Run. Давайте посмотрим, что у нас получится. Итак, вот результат. Смотрите, у нас было вот так вот. Стало у нас вот так вот. То есть диван у нас справа заменился на бежевый. Светлый ламинат у нас на полу. Обои у нас тоже бежевые. Занавески, кстати, посмотрите, остались в том же самом месте. И узор, кстати, даже сохранился. Эти занавески тюли тоже вообще остались нетронутыми. Логотип справа убрался, люстра убралась. В общем, вот такая вот чистая комната получилась. С сохранением пропорций, с сохранением геометрии. Вполне можно пользоваться и, скажем, дополнять ее там какой-то мебелью и изменять какие-то другие отдельные участки. В итоге изображение, конечно же, оно получается не очень детализированным. Можно потом проапскейлить в каком-нибудь апскейлере. Есть апскейлер Dragon Scale, например, или Supir. Supir более точный и меньше искажений, изменений сюда внесет, а Dragon Scale сделает какие-то изменения. Ну и теперь давайте посмотрим, как делать композиции с несколькими объектами в сцене. Давайте возьмем вот такого вот персонажа, желтого пришельца. Здесь мы включим еще одну схему, дополнительное изображение. И сюда мы закинем вот такое вот изображение. В подсказке мы давайте напишем следующее. Мы напишем здесь «объедини желтого пришельца», то есть мы обращаемся к первому изображению таким образом. Нельзя обратиться, выбери персонажа с первого изображения. Нужно обратиться так, чтобы по подсказке была какая-то связь с этим первым изображением. Желтого пришельца точно связь прослеживается, он желтый, и он, скорее всего, пришелец. Вот поэтому с ним связь точно здесь должна быть. Дальше давайте посмотрим. И девушка в черном. Девушка там действительно в черном одета. И в цепях в единую композицию, где они жмут руки на фоне дождливого города с грозой. Смотрите, здесь очень важно описать общий фон. Если мы его не описываем, то в этом случае эти персонажи действительно будут, наверное, жать друг другу руки, но они будут на разных фонах, как на самом деле там эти картинки и находятся. Когда мы говорим
удали фон, да, замени его на что-то, то в этом случае это происходит буквально как с автоматической маской. Автоматическая маска определяет фон, она его меняет. Если это не описывать, то этой автоматической маски здесь не будет, и просто будет два отдельных изображения. И как в комиксе будет один персонаж из одной сцены жмет руку другому персонажу из другой сцены. Такого нам не нужно, поэтому здесь мы описываем фон, объединяющий эти два изображения. Удали логотипы и тексты. Если там есть уже на этих референсах какой-то логотип, текст, он обязательно проявится. Если мы пишем «удали логотип и текст», то, скорее всего, он будет удален. Нажимаем Run, давайте проверим, что у нас получится. В общем, здесь получается вот такое вот изображение. У нас изначально две картинки просто друг с другом слиты. И мы получаем в итоге общую композицию на одном фоне, потому что мы прописали один общий фон. Друзья, вот такой вот флакс контекста в Conf.ui. Как всегда, Conf.ui, он, естественно, обладает более широкими возможностями. А Forge все-таки сделали какое-то расширение. Это очень здорово для тех, кто любит именно вот такой вот веб-интерфейс классический. Здесь же у нас, конечно же, просто гигантское поле для реализации различных схем. Поэтому, в общем-то, и получается вот такие результаты. Но и Forge достаточно неплохо контекст работает, потому что все-таки основная заточка это под подсказки. Здесь с помощью редакции мы можем немножко более точно мы можем заставить флакс контекст следовать исходным композициям и основным контурам этих композиций. И немножко более точные результаты у нас в итоге получаются. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите на Boosty, там много других интересных видео. И к этим видео там всегда прикладываются дополнительные подробные инструкции, чтобы вы могли все повторить. И также вот прикладываю вот эти вот промпты, которые я применял здесь в этом видео. Также заходите в мой телеграм-канал, там я выкладываю тоже интересные новости, которые выходят. И заходите в большой телеграм-чат, это большой комьюнити для общения. Там вы можете пообщаться с людьми по интересам в различных комнатах Forge, Automatic, Conf.ui, просто генерации или обучение модели и так далее. Если вы интересуетесь более системными какими-то материалами, курсами по автоматику, по Forge или Conf.ui, то я приглашаю на свои курсы по этим веб-интерфейсам. Более подробно вы с ними можете познакомиться на сайте stablediv.ru, там же есть контакт администратора. Если какие-то вопросы у вас останутся, обязательно их задавайте. Всех жду на курсе, а на этом всем хорошего настроения, удачной генерации. Всем пока.